Ребята, всем привет! У нас сегодня такая вот интересная посылочка. Новый паяльник от фирмы Aixon T380. Буду распаковывать вместе с вами. Еще не видел, что внутри. Только срезал коробку. Давайте с аксессуаров. У нас мощный кабель Type-S переходной под вилку, тяжеленнейший блок питания, грамм 500-600 точно весит. У нас переходник под евровилку тут по умолчанию, и соответственно снимаем под наши стандарты. Так мы сразу и сделаем. Есть блок питания прям мощный. Характеристики: 20 вольт 4,8 ампера, 15 вольт 3 ампера, 12 вольт 3 ампера, 9 вольт 3 ампера и 5 вольт 3 ампера. Так, всякие гарантийники, когда чего сделано. Так. Внутри у нас есть аккумулятор. Так, 7,4 вольта, 2,6 ампер часов. Дата 24.03.30, свежак. Так, ручка у меня комплектуется в комплектации 210. Один наконечник у нас фирменный. Ручку пока, да, давайте сразу достанем. В принципе, по ручке все и так прекрасно знают, что тут, как выглядит 210 ручка. Так, сама ручка. Силикон добротный, как всегда. У Aixon ручки очень хорошо сделаны. Убираем. Ручка прям класс. Супер. Так, два спонжа. Спонжи я почти что никогда не использую. Тем не менее, они в комплекте есть. Так. Лейбл самого магазинчика. Ну и сама станция. Я сейчас покажу, чем она примечательна. Опа. Во-первых, она внешне просто сделана божественно красиво. Вот реально красиво. Вот. Далее она сделана по принципу совмещенной подставки и паяльника в одном. То есть сейчас как бы не ново, что у нас в ручках там с аккумуляторов работает и так далее, но вот это прям реально красиво. Она прям тяжелая, полностью из алюминия, ну или что тут за металлический сплав. Регулировка по высоте в любом положении. Смотрите, тут три сразу прорези под все три ручки: 210, 115, 245. 245, не знаю, будет на ней работать или нет. Вот, три кнопочки, щелчки приятные, место под подставку, поджало, Type-S, разъем подключения паяльника и место под батарейку. Так, далее что мы имеем? И вот такую вот подставочку фирменную от Aixon, которая прикрепляется к подставке. Коробочку сейчас убираем и переходим к включению, к самой станции. Так, в комплекте вот эта вот вертелочка, как она правильно называется, не знаю, но я думаю, это не сильно важно. Так, будет у меня под правую руку, соответственно, скорее всего я его установлю вот сюда, может быть сюда. Давайте слева поставлю, так как под правую руку будет все тут находиться. Поставим с этой стороны. Так, куда она крутится?
крутится. Она крутится у нас только с этой стороны, с этой не имеет. Соответственно, тогда вот так вот ставим. Вот этими ребристыми вовнутрь. Так. Выставляем ровно. Прежде чем выставлять подставочку, наверное, воткнуть надо батарейку. Так. Пальцами не открывается, надо придавить посильней. То ли пальцы уже не работают. Так, смотрите. Такая вот батарейка и разъем к ней. Попутать невозможно. Плюс-минус. Просто так не воткнется. Так, по поводу самой батарейки. Запихивается, скорее всего, наверное, вот так. Идет плотненько. Тут бы как бы еще предусмотреть, чтобы ее вытаскивать. Да, прям плотненько. Ну, скорее всего, за вот этот провод и вытаскивать. Вставляем туда ее. Так, я думаю, тут я уже ее не закрою, наверное. Так. Все, я понял, куда у нас устанавливается провод. Вот сюда он заводится, смотрите. Вот место специальное. И открываем. Закрываем, точнее. Я тут кнопочку уже нечаянно нажал, она уже включилась. Есть, но не так красиво, как хотелось бы. Сейчас поправлю. Все, вот так вот очень плотненько сидит. Можно закрывать. Все, теперь четко. Так, смотрите, станция включилась. Отображает у нас модель, дисплейчик. Яркий, читабельный. Так, нажатие ни на что пока не реагирует. Бэк. Язык. Пока полазим по менюшке, не будем подключать ручку, посмотрим, что у нас тут есть. Так, это у нас вверх-вниз листать. Еще раз. Получается какая-то нелогичность при пролистывании вниз, ну, судя по всему, вверх. Листает вниз, она это выкидывает. Так, версия прошивки. Выходим. Ну, судя по всему, это выбор, а это у нас листать. Да, как бы по кнопкам что-то как-то непонятно. То есть ощущение, что они перепутаны местами. То есть, видите, это я листаю, а это у нас выбор. Оставляем язык. То есть, получается, выбираем, листаем, выбор. Тут у нас, получается, пролистываем. Это у нас выбор. В этом меню, получается, нажимать эту уже кнопку. Ну, тут немножко напутано, конечно. Так. Еще раз.
Так. Все, с кнопками разобрались. Значит, меню. Подтверждаем. Вот это у нас листает вниз. Вот это у нас кнопка выбора. Когда мы зашли в меню, то кнопка выбора активации получается вот эта кнопка. А это кнопка листать. То есть, видите, это кнопка листать получается между пунктами. А это подтверждение. Соответственно, здесь опять листаем. Выбираем. Здесь подтверждаем. Выбираем. Листаем. Все. Подтверждаем. Все, выходим отсюда. Да, кнопка питания давайте попробуем найти. Тут что-то пищит. Тут тоже что-то пищит. И давайте yes. Нет, не то. Да, он ничего не выходит. Так, в общем, какие-то конфигурации сбросил. А что сбросил, сам не понял. В общем, подключаем ручку. Есть, ручка подключена. На подставочку реагирует. Есть. Заправляем проводочек наш. То есть мы можем, смотреть, использовать под 115 ручку. Соответственно, вот таким образом подвешиваем. То есть это примерно вот так выглядеть должно. Да и даже покажу точно, как это выглядит. Вот 115 ручка. То есть это у нас выглядеть будет вот таким образом. Можем использовать со 115 ручкой, если она у вас есть. У меня, в принципе, их хватает. Так, соответственно, по 210 ручке мы используем через подставку. Выглядит, конечно, это очень красиво. Посмотрим, как это поедет. Ставим подставочку на место. Так. Я думаю, с зарядным устройством она будет помощнее работать. От аккумулятора чуть поменьше. Так, распаковываем наш наконечник. Вот так это все выглядит красиво. Фирменное жало. Так. Давайте попробую ставить рукой. Надеюсь, не успеет меня обжечь. Посмотрим, включит ли она ее молниеносно. По идее, не должна включаться. Точно от work. То есть, что говорит, что мы можем руками поменять. И здесь она попросит сначала коснуться подставки. Что есть плюс. Все, подставку поставили. Видим, что она в режиме сна. Давайте сразу припой. И погнали. Так, снял с подставки. 280 у нас сразу температура. Пробуем паять. Да, паяет. Все четенько. Так, макать буду в соседнюю подставочку по той причине, что тут надо пролить спонж этот. Так, давайте поближе, постараюсь передать и картинку. Касаемся. В фокусе вроде. Без проблем паяет. Так, при этом у нас отображается, смотрите, мощность потребляемая и загрузка самой платы. Давайте что-нибудь попаяем, что нам не жалко. Вот какая-то платка. Так, надеюсь, все в кадре. Поставим сюда подставочку. Подставка реально тяжелая. Прям класс. Так, смотрите, будем касаться. Тут ничего как бы не сильно
с сильным отводом. Обычный текстолит. Поехали. Что-нибудь попроще. Паяет. По станции видно ее мощность. Сколько она выдает. Давайте еще какой-нибудь. Ребят, реально паяет это все дело от 2 батареек. Насколько хватает, непонятно пока что. Но как бы паяет. Давайте вот здесь вот у нас больше такой массив. Не залуженный, но он на массе. Сейчас посмотрим. Хочу посмотреть максимальную производительность, какая выдаст. Так, полигон массы паяет также нормально. Что-нибудь посерьезнее бы найти. Под рукой такого ничего нет. Сейчас достану какую-нибудь бэушку. Там, где у нас есть большой полигон массы. Пусть будет это аутокалийное. Так, смотрите, теперь чуть-чуть в сторонку. Убираем остальное. Здесь у нас присутствует масса, теплоотвод серьезный. Чуть-чуть добавим флюс. Допустим, вот на массу процессора добавим. Вот конденсатор у нас есть. Резисторы, думаю, вообще без проблем. И какой-нибудь, давайте даже попробуем вздернуть вот типа епромки. Ну, это не епромка у нас, по-моему, но пофигу. Восьминожка. Так. Температура. Давайте посмотрим, что тут меняется. Значит, в режиме, когда у нас на подставке, мы можем регулировать по градусам. Так, здесь у нас по центральной кнопке пресеты, смотрите, запрограммированные пресеты 280, 350 и 400 градусов. Давайте, пускай будет на 280, кстати, мы паяли, пускай будет пока 280. Так, что касается самой менюшки, заходим сюда. Нет, здесь у нас получается просто перебор температуры. Здесь пресеты. Если удерживаем, я так понимаю, пытается запомнить. Если чуть-чуть подержали, он заходит в меню. Нажимаем. Ничего не нажимаем. Заходит в меню. Вот это у нас листает. Давайте посмотрим, где у нас пресеты. Так, выбор у нас получается вот это. Это градусы Фаренгейта. Выходим. Дальше. Ресет. Время работы станции. Системная информация. Язык. Звук. И ну, тут мы уже были. Это у нас опять же выбор Фаренгейт и Цельсия. Так, как у нас получается настраивается температура? Давайте, знаете, как попробуем. Смотрите, так, М1 280, да. Теперь добавляем, допустим, 300 и попробуем удержать. Нет, просто температура растет достаточно быстро. Так, выставил 300, попробуем удержать 2 кнопки. Все, смотрите, запрограммировалось на первый пресет. То есть выбираем заданную нужную температуру. И видите, он запоминает ее. Допустим, сейчас сделаем 300. Вот он ее запомнил на первую, на М1. М1 295. Добавляем, вот смотрите, 300 и запоминаем ее. Все, сохранил на М1. Проверяем. М2, М3 и М1. 300 градусов сохранился. Уменьшаем на 280. Зажимаем 2 клавиши. М1. А вот как выбрать на М2 запрограммировать? Я так понимаю, выбрать пресет М2.
Потом, допустим, выбрать температуру, допустим, 360, и зажимаем 2. И он запомнил на М2. То есть, по сути, все логично. Так, выбираем пресет номер 1, 280, и на минималочках поехали. Так, это у нас полигон массы. Давайте еще чуть-чуть увеличу, чтобы вам все было видно. Поехали. Так, смотрите, на 280 полигон массы касаюсь, паяет с небольшими прилипаниями. Мощность 22. Давайте теперь еще добавим флюс. Ой, флюс, припой. Массу берет по полигону массы, то есть это на плату под процессором, но подлипает. Давайте на 360 сразу бахнем. Так, все, на 360 он ее прям вообще просто плавит сразу, молниеносно. Чуть поближе. Вот смотрите. Без проблем массу паяет. Давайте, смотрите, вот он, конденсатор у нас находится. Он его прям сразу снимает. Вот еще один. Также снимает. Я занят. Я занят, не мешайте. Так. Далее. Еще раз проходимся. Пробуем снять микросхемку. Так, на весу не буду делать. Буду подручно мне. Проходимся. Ну, как бы да, можно, смотрите, и епромку отпаять без какого-либо труда. Все, вот она лежит. Ну, это не знаю, епромка, не епромка, я отсюда не подготавливался, не смотрел, что за микросхема. Короче, восьминожка. Давайте ее обратно запаяем. Давайте при этом поменяем пресет на М1. 280 у нас сейчас будет. Сейчас чуть-чуть ее почистить. Так, еще раз повторюсь, это блок ЭБУ. Тут все равно теплоотвод у него хороший, поэтому давайте все-таки градусов, наверное, 300 хотя бы сделаем. Да, ребят, все четенько запаивается без каких-либо проблем. Жало не прилипает, все четко. В принципе, как и обычная станция. Вот, индикатор батарейки мы отсюда видим. Видим, как он работает. Так, ну что тут еще? Давайте вот полигон большой массы попробуем пропаять. Что это нам даст? Флюс намазал. Флюс плохой, какой-то с водяной основой. Дымит сильно. Основной на это дело не используем. Поехали. 300 градусов. Полигон массы. 30% пишет потребление примерно, да, и массу реально паяет, смотрите. Немножко
подзалипает, но при этом он просто вот пока раздает, прогревает всю остальную массу. Припой при этом паяет без проблем. Все есть. При 300 градусах, если мы, допустим, переключимся на 360, он его вообще просто как нефиг делать, плавит. Давайте вот сюда, тут не сильно прогревшийся. Да, на 360, смотрите, прям масса прям плывет. Четко. Так, в плане пайки вопросов нету. Дизайн вообще просто пушка. Фишка в чем? В том, что она переносная. Так, чтобы не ронять, как сейчас у меня это произошло, нужно подстроиться под правильный угол. И регулировка тут, кстати, в любом наклоне. Вот, так, чтобы не было нюансов, при том, что она работает. При снятии, соответственно, она срабатывает, можно и обжечься. Но по дизайну, ребята, она просто обалденски смотрится. Вот такая вот станция. Так, ну, соответственно, под наконечники все понятное дело. И гигантский блок питания. Реально гигантский блок питания. То есть, соответственно, можно и на нем паять, работать. И кабелечек у нас тоже длинный, достаточно длинный. Я думаю, метра 3 тут точно есть. Прям скрутка длиннючая, кабель прям толстенный. Вот, включать пока зарядку не буду. Я предполагаю, что она работать будет примерно так же. Смысла великого нету. Вот. Что хочу еще показать? Хочу показать, точнее даже сам найти, как она выключается. То есть я не нашел кнопки именно выключения. Кнопок, соответственно, здесь у нас никаких нету. Хотя я знаю точно, что Aixun планирует сделать именно ручки с фен и ручки с кнопками, которые будут управляться отсюда. Тем не менее. Так, значит, смотрите, пробуем выключить на центральную. Не знаю, что он тут просит. Yes, отменяем. Не туда это. Back. Как у нас она отключается? Здесь у нас просто температура. Двойным нажатием перелистывает пресеты. Вот 2 зажмем. Ничего не происходит. Давайте 2 этих зажмем. Ничего не происходит. Угу. Вот это прям загадка. Пока что я не разобрался, как ее отключать. Я думаю, надо посмотреть в инструкции. На официальный сайт зайду, посмотрю, как она отключается. Если что, ребята, видео дописывать не буду, напишу в комментариях, как ее отключить. Вот, короче, смотрите, станция действительно зачетная. Прям класс. Если хотите, можем подключить 115-ю ручку и покажу, как это будет со 115-й ручкой. Это отсюда сейчас мы ее снимем. Так, что в принципе мы сейчас и сделаем. Дернем отсюда ручку 115-ю. Так, она у меня в подставку вставлена. Соответственно, выдергиваем отсюда. Это отключаем здесь. Так, на горячую отключил, смотрите. 115-я ручка. Вот она. Сейчас попробуем. Так, 210-ю пока убираем в соседнюю подставку. И давайте 115-ю. Смотрите, по посадочному месту. 115-я вообще здесь сидит шикарно. То есть лучше, чем 210-я. Она прям утоплена внутрь. И вот, чтобы вот эту ручку выдернуть, ну прям выскользнуть, это прям маловероятно. Плюс, опять же, она вот здесь рассчитана. Вот так она смотрится. То есть мы ее вот отсюда, хоп, сняли. Давайте посмотрим, работает ли она здесь, в этой подставке. Так. Ставить не могу. Сейчас проверим штекера. Так. Так.
Значит, смотрите, воткнуть не прокатывает. У них разные распиновки. Это 210 родная. Видите, тут все штекера, ну, все отверстия есть. В 115 ручке нету отверстия. То есть просто так мы не воткнем. Вот, соответственно, 115 ручка, видимо, не работает с этой подставкой. Именно предыдущая 115 ручка от Aixun. Надо посмотреть со станции Т320, какой там штекер. То есть вот эту вот ручку, вот эту я отдельно покупал для вот этой станции. Эта станция у меня была тоже с 210 ручкой. Я на нее 115 покупал. То есть просто так мы, видите, не втыкнем. У нас не позволяет картридж. Но у нас заявлено 210 и 115 ручка. Вот здесь. То есть как бы все это должно работать. Дома посмотрю ручку, вот эту распиновку, и сориентирую вас со стопроцентной информацией. То есть в комментариях ниже напишу, чтобы ролик не дописывать. Так что как-то так. Все, вставляем 210-ку, касаемся и на место. Осталось выяснить, как она выключается, и в принципе найти ей подходящее место на рабочем столе. Вот и все. На этом все, ребята. Всем удачи в работе, всем хорошего оборудования. Всем пока. Ссылочку на магазин официально оставлю под видео. Именно на официальный магазин, на официального поставщика. То есть я беру через него. Ни AliExpress, ничего такого. Чисто официальный сайт. Все. На этом всем пока. Всем удачи.